Так, это снова я и мой канал Антимрак. Поговорим в этом видео про кредитное рабство и в частности про так называемые ипотеки. Сразу скажу, что это видео не стоит смотреть тем, для кого брать кредиты и прочие ипотеки являются нормой, потому как надо полагать, что таких людей все устраивает. В частности, под моим видео про ипотеку некий комментатор написал, чтобы я построил дом в тайге и жил бы там, видимо, имея в виду то, что ипотека является выгодным средством получения своего жилья. Да. Но я бы понял, если бы такой комментарий написал бы банкир, да. Но если это пишет обычный ипотечник, то, как мне это видится, это довольно странно. Но, опять же, я не являюсь противником того, чтобы кто-то брал ипотеки. Вы можете взять хоть 10 ипотек, и мне будет все равно. Я хочу разбирать в своих видео не вопрос о том, хорошо это или плохо брать кредиты и прочие ипотеки, а вопрос о том, чем является долг в своей основе с точки зрения социальных причин и их последствий, и причин психологических. Связь социальных отношений человека с финансовой системой. На самом деле может показаться немного странным то, с какого ракурса я собираюсь рассмотреть вопрос о кредитном рабстве. Я хочу рассмотреть вопрос об этом именно с позиции социального положения человека. В частности, случаи, когда, допустим, у человека есть семья и они решают взять ипотеку. В данном случае люди находятся в системе отношений и берут, допустим, опять ту же самую ипотеку на много лет вперед. То есть фактор регулярных выплат в данном случае зависит от отношений людей. Если предполагается, что они будут выплачивать эту ипотеку вдвоем, на мой взгляд, это полное безумие добровольно встревать в финансовое рабство, при этом будучи обусловленным еще вдобавок и отношениями с другим человеком. Есть такое выражение: семья – это ячейка общества. Так вот, на выше приведенном мной примере видно, что семья – это ячейка, да, только не общество, а ячейка банковская, приносящая банкам регулярный доход в виде процентов, выплачиваемых по ипотеке. На самом деле банкам выгодно, чтобы люди существовали бы в такой системе отношений, так как она ограничивает их, стимулируя к еще большей зависимости от кредитов. Ипотека – это не что иное, как кредит. Можно бесконечно удивляться человеческой тупости, когда люди верят во внедренные банковскими маркетологами в их пустые головы сказки о том, что квартира, за которую они платят проценты по ипотечному кредиту, это их квартира. Как будто бы они верят, что ипотека – это не кредит, а некое спасительное средство, приходящие на помощь малоимущему человеку, чтобы он выплачивал проценты и мог бы жить в своей, в кавычках, квартире. Хотя, как мне это видится, у такого человека то ли отсутствует элементарная логика, либо же он просто дурак. Потому как собственник жилья не выплачивает за него проценты, а просто живет в этом самом жилье. Да? У него есть документы, свидетельствующие о том, что он является собственником этого жилья. Но банковская реклама создает в голове обывателей иллюзию того, что взять ипотеку – это равняется жизни в собственной квартире. Обыватель не понимает, что квартира, за которую он выплачивает проценты, принадлежит на самом деле банку, а ему всего лишь позволили в ней пожить, пока он способен своим горбом
зарабатывать проценты и выплачивать их этому самому банку. Наивность людей. Человек очень наивен, когда пользуется неким благом, которое ему представляет финансовая система. Ведь сам факт того, что получив от банка сумму денег, которую ты не зарабатывал сам, тебе придется расплачиваться гораздо большей суммой, чем если бы ты просто заработал эту сумму и сам купил бы эту квартиру. Например, ты, чтобы купить телевизор, берешь кредит, так как у тебя нет денег, чтобы выплатить всю сумму сразу. Но за получение того, на что у тебя нет эквивалента в виде собственного вложенного труда, в дальнейшем тебе придется расплачиваться еще большим трудом. То есть ты расплачиваешься не только за сам товар, но и за досрочное по отношению к собственным усилиям его получения. На самом деле я никого не пытаюсь ни в чем разубедить. И если тебя устраивает жизнь в долг, то это видео не для тебя. Я адресую эту информацию тем, у кого остались хотя бы зачатки хоть какого-то здравого смысла. То есть, если для тебя долг это благо, можешь продолжать жить так же. Да? В этом видео лишь я отражаю свой взгляд на этот вопрос и обосновываю этот взгляд. Потому что я сам являюсь примером того, о чем говорю, так как никогда не брал никаких кредитов. Общественная система всячески пытается снизить планку критического отношения ко всякого рода кредитам, преподнося, допустим, информацию о них как о некой общепринятой норме. Например, у меня на телефоне уже столько заблокировано номеров, в которых мне звонят и сообщают, что мне чего-то там предодобрено, да, хотя я не давал никакого согласия, чтобы мне звонили всякие вот подобные мусорные конторы. И только абсолютный дурак может думать, что государство заботится о том, чтобы предоставить ему вот какую-то финансовую помощь, допустим, в виде той же самой ипотеки. И этот бедолага, он же не понимает, что самый главный интересант его финансовой кабалы это и есть не что иное, как государство, потому что как раз-таки государство кредитует банки, да. Почему финансовое рабство выгодно системе? Финансовое рабство выгодно системе потому, что из человека, живущего в долг, можно сделать все, что угодно. Можно привести пример с теми же самыми работодателями. Да? Если, допустим, работодатель знает, что у сотрудника, работающего в его организации, есть ипотека, такая информация, да, владение такой информацией дает этому работодателю повод не ограничивать свои требования по отношению к работнику, так как такой работник вряд ли решится, допустим, уволиться для поиска новой работы просто потому, что ему нужно выплачивать проценты по ипотеке, да, а не тратить свое время на поиски какой-то работы, которые могут занять, там, не знаю, несколько месяцев, да, и опять же, неуплата процентов даже в течение нескольких месяцев грозит применением штрафных санкций со стороны банка. Как человек теряет свою свободу? На самом деле, человек может потерять свою свободу очень незаметно для самого себя, и в качестве примера может послужить та же самая ипотека. Допустим, люди женятся, создают семью, берут ипотеку для того, чтобы жить в просторной квартире, принадлежащей банку, да? Но потом оказывается, что люди абсолютно неинтересны друг для друга, так как между ними нет ничего общего. И вся эта система, основанная по сути на финансах, рушится, потому как люди романтизировали свои мотивы в отношении друг друга и полагали, что финансы это нечто вторичное. Кстати, на моем канале есть видео про так называемую любовь, можете посмотреть, ссылка ниже под роликом.
Они даже не понимают, что, взяв ипотеку, их отношения даже на межличностном уровне, по сути, определяются банком, а не ими самими. Вы можете спросить, какая связь между межличностными отношениями и отношениями с банком. Дело в том, что банк в случае с предоставлением ипотеки удовлетворяет одну из базовых нужд человека, ради которой, собственно, люди и тратят свое время и усилия на работе. То есть их время и силы тратятся на выплату процентов. И весь вопрос в том, насколько отношения людей определяются финансовой системой. С одной стороны, у людей есть возможность жить в предоставленной банком квартире, но с другой стороны, факт жизни в такой квартире ничего не значит, потому как она, опять же, принадлежит банку. Да? Но идиот этого не понимает, он думает, что он в своей квартире живет. Поэтому и получается, что финансовые организации влияют на отношения людей, позволяя им жить в непринадлежащей им квартире за то, что они как должники, да, будут ежемесячно выплачивать проценты по этой самой ипотеке, тратя опять же на это свои силы, чтобы заработать эти самые деньги для выплаты процентов. Для людей в случае с ипотекой почему-то первичным является представление о том, что они имеют возможность жить, как они думают, в своей квартире, а не факт того, что пока они не выплатили сумму по ипотеке, всю сумму, для банка они находятся в статусе должников, да, всего лишь. И они ценны на самом деле, эти люди, ценны для банков тем, что они находятся в статусе должников. Да? Свобода от кредитов. На самом деле человек, свободный от кредитов, это тот человек, для которого интуитивно неприемлем сам фактор долга. То есть само желание получить то, на что он не заработал средства, это противоестественное для него желание. Например, у меня нет чувства удовлетворения от того, что кто-то мне что-то даст просто так, потому как интуитивно мне всегда хочется, чтобы вознаграждение за мои действия приходило бы скорее как их побочный продукт, а не цель действий. Хотя бы, если даже взять места, допустим, наемной работы, да, где я работал по своей профессии, то у меня всегда было стремление к профессиональному росту, и я никогда не ставил деньги первопричинным своим мотивом даже в наемной работе. Но не потому, что для меня деньги находятся на втором месте, а потому что я сначала формулирую для себя ценность того, что я делаю прежде всего для самого себя, да, а деньги служат своего рода уже мерилом и побочным продуктом этой самой деятельности, да, которой я занимаюсь. С точки зрения общественной системы ты всегда будешь рабом, потому что, участвуя в тех или иных отношениях, почву для которых порождает сама общественная система, ты играешь по ее правилам. Можно привести наглядный пример с так называемым браком, да, который не был придуман теми, кто в него вступают. Так вот, вступая в него, ты играешь по правилам общественной системы. Какими бы романтическими смыслами ты не объяснял этот свой акт вступления в так называемый брак. Просто люди, одурманенные романтической лабудой, намеренно или ненамеренно путают настоящие мотивы своих действий и следствие воздействия на них культурной среды. Я не говорю сейчас о случаях, когда люди вступают в брак целенаправленно для завладения имуществом другого. Да. Поэтому если ваша так называемая супруга предлагает вам сделать ремонт в вашей квартире, то можешь смело с этой супругой расставаться. И можешь почитать в законе о дележе совместного имущества, если хочешь узнать, почему я так говорю. Да. И еще заодно
можешь сдать биоматериал своих, да, или не своих детей для ДНК-теста. Возможно, что твое представление о реальности после всего этого расширится, а романтизм улетучится. Романтизация настоящих мотивов. На самом деле человеку просто в силу физиологических механизмов в его теле выгодно романтизировать свои мотивы в отношении других людей. Например, я слышал несколько историй о том, как у мужчин, узнавших, что их женщины, так скажем, ведут гендерные отношения с другими мужчинами, случались парализации, да, некоторых частей тела, связанные с приступами, произошедшими в головном мозге. То есть романтизация мотивов — это даже не причина проблем, а следствие того, что человек просто не хочет думать по причине стремления его тела, так скажем, к экономии энергии. И поэтому ему куда легче во что-нибудь поверить, например, в какую-то там любовь, да, или какого-то бога, чем разобраться в том, что движет им на самом деле. И культурная среда делает свой вклад в одурманивание человека, штампуя романтические продукты в виде книг, фильмов и так далее. Поэтому, когда человек сталкивается с реальностью, он оказывается не готов к ней, потому что в фильмах ему говорили, что это любовь и что мир создал какой-то там бог.